Я живу в Греции, в Афинах. Буквально 4 месяца назад я снимал шикарную квартиру. На втором этаже 3 комнаты, 2 коридора, балкон спереди, балкон сзади, 120 квадратных метров. Я за эту квартиру платил 350 евро. Однажды мне пришло предложение от моей знакомой подруги, которая предложила мне пойти жить к ней вместе, друг другу помогать и делить расходы напополам, на которые я вначале отказался. Но потом у меня стала сложная моя финансовая ситуация, и я вспомнил о ней. Я ей позвонил, спросил, осталось ли еще в силе твое предложение. Она сказала да. В начале июня я переехал к ней жить, и мы стали жить вместе. Поначалу все было шикарно. У меня была своя отдельная комната, гитара, компьютер, интернет, все как у людей. Я отдавал все, что требуется от меня, на месяц вперед, мою часть расходов. За аренду, интернет, коммунальные услуги, свет, вода, все, что этого касается. Я всегда насчет этого стараюсь быть аккуратным, чтобы не было лишних недоразумений и избегать лишних скандалов. Но потом проходило время, и я стал замечать, что я ее начинаю напрягать. И мне было тоже не по себе, честно говоря. Но как бы там ни было, все продолжалось более-менее еще нормально. В августе я собрался уехать на неделю в отпуск. Перед этим отпуском она мне показала один счет, который пришел за воду, в котором была сумма, которая показалась мне немного большая, так как я пребывал на тот момент 2,5 месяца у нее. И я спросил у нее, могу ли я взглянуть на этот счет. Она сказала, да, я посмотрел. Там не совпадали дни, месяца с тем моментом проживания, что я у нее, и тот счет, который она мне показала. То есть он начинался еще с февраля, и я к ней пришел жить в начале июня. Вот. И что я ей сказал, что ты меня извини, не обессудь, но этот счет, он полностью меня не касается. После этого я увидел, что ей это не понравилось. Она перестала мне на следующий день говорить доброе утро. Она перестала со мной здороваться. Она перестала со мной разговаривать. И, как говорится, денег нет, не скажу привет. В общем, перед тем, как выйти с квартиры и уехать на неделю в отпуск, мы немного поскандалили. И она мне слегка намекнула на то, что когда вернешься, типа как будешь искать другую квартиру. Уехал я в отпуск. Весь в отпуск у меня этим был испорчен. Я всегда об этом думал, потому что я понимал, что скорее всего мне придется искать новое жилье. Но на тот момент для меня это было что-то нереальным, потому что я только закрыл одну квартиру, заплатил по всем счетам, то есть в принципе остался без денег. Сразу же заплатил ей все самое необходимое. То есть у меня просто не было денег для того, чтобы в тот момент взять и найти сразу же другое жилье. Это мероприятие хлопотное. И плюс это опять перевозка вещей. А я только-только совсем недавно с этим закончил. И думаю, приеду, может, как-то после отпуска. Возможно, она немного успокоится, утихомирится. И может признается в том, что была не права. И как-то найдем общий язык. Но ничего такого не произошло. Когда я приехал после отпуска, дверь была закрыта на ключ снутри. И я не мог ее открыть. Она находилась дома, открыла мне дверь с очень злым лицом. И сразу же первые слова она мне сказала: ты с этой квартиры уходишь. Причем с негативом. А у меня август, он уже был оплачен. На что я спросил, что прямо сегодня. Она говорит, нет, ты оплатил за август, типа как можешь понаходиться здесь до половины августа и потом уезжать. Я захожу в комнату, я смотрю, что все вещи мои, они уже сложены на кровати. У меня на тумбочке лежит какая-то записка, которая говорит такие слова: уходи как можно скорее, тебе здесь не рады. Меня это очень тронуло изнутри, очень тронуло, потому что я с этим человеком был как мог справедлив
И получается, то есть из-за того, что я не захотел платить тот счет, который меня не касается, меня сразу же из-за этого прогоняют с этой квартиры. И самое сложное, что я еще понимал, что куда мне идти. Мне просто не было куда идти. Я решил ждать сначала до середины августа, но та атмосфера, тот негатив, который царил в тот момент в этой квартире, мне просто не позволял там больше находиться. И я прямо в тот же день, как приехал с отпуска, я начал переносить свои вещи по чуть-чуть. Еще хорошо, что с той квартиры, где я жил до нее, у меня хоть остались ключи. Я договорился с хозяином, там внизу был большой подвал, что поддержать там немного некоторые вещи, которые мне там у нее не нужны были. То есть, и он мне дал согласие. Мне очень с этим повезло. Я в этот подвал начал сразу же в тот день, как я приехал с отпуска, пешком потихоньку на руках относить все свои вещи по чуть-чуть. В итоге это продлилось с 2 часов дня, как я приехал, до 10 вечера я переносил все мои вещи, потому что я не хотел там оставаться больше ни секунды. И к 10 вечера я пришел к ней. От злости я весь кипел. Я был готов взорваться. Я хотел обматерить ее, поругаться с ней, высказать ей все, что я о ней думаю. Но я все-таки сумел себя перебороть. Я зашел на кухню, она сидела там. Я поставил ключи на стол, без лишнего слова, и развернулся и ушел. Она осталась просто в таком легком непонимании, что происходит. Самое обидное, что мне было, то, что меня выкинули на улицу, как собаку. Вот. Я начал думать, куда мне пойти жить. Дело в том, что я в Греции моя сфера работы, она касается покраски и ремонтов квартир и домов. И у нас была одна работа в районе, в котором пешком можно дойти до 10 минут. Где один человек сделал себе квартиру, но он живет на 3-м этаже и планирует съехать рано или поздно туда, где уже готово, но пока еще не съехал. И у нас от этой квартиры были ключи, мы в очень хорошем отношении с этим человеком. Я позвонил ему, мы спросили, могу ли я там понаходиться некоторое время, пока я найду себе жилье. И он дал согласие. И только благодаря этому человеку я не остался на улице, потому что больше мне идти просто некуда было. И, скорее всего, я, наверное, ночевал бы в том подвале, в который я переносил свои вещи. Я прожил у него 2 недели. Там было очень тяжело, потому что там была в основном только кровать, крыша над головой, без интернета и горячая вода. Кушал я с улицы. Все эти 2 недели я пытался найти жилье. Я посмотрел очень много вариантов, но все они были какие-то странные. Во-первых, очень дорогие. В Греции сейчас аренда просто, цены на квартиры взлетели на Луну. И та квартира, которую, кстати, я снимал за 350 евро, она сейчас стоит 800 евро. То есть в 2 раза дороже стало. Я не мог найти себе подходящий вариант. Лишь спустя 2 недели я нашел квартиру, в которой я живу сейчас. Да, она очень маленькая. В принципе, это 1 комната, маленький туалет и там маленькая кухонька. Но цена хорошая, 250 евро. Я сразу же за нее, причем в районе, в котором я очень хорошо знаю, удобный район, все рядом, там, где я жил много лет, меня там все знают, я всех знаю, удобно все, то, что надо. И я вцепился за нее всеми руками и ногами, потому что до меня приходили еще люди, которые хотели ее снять. Но хозяин, мы с ним пообщались, и он мне говорит, что я, скорее всего, отдам ее тебе, потому что ее нужно было покрасить. Я сказал ему, что это моя сфера работы, его это заинтересовало.
Денег ему дать полностью у меня не было, я дал ему вначале половину и сказал, что дай мне несколько дней, я дам тебе еще определенную сумму, которой не хватает. Как можно быстрее найду ее и заеду. Все, так и получилось, я заехал в эту квартиру, все. Да, она, конечно, не такая, в которой я жил раньше, но вы знаете, зато я прихожу туда, и я один. У меня нету вот этого дискомфорта, который я чувствовал, когда я жил с ней. В итоге отношения с ней я потерял. И что хочется сказать, какой-то вывод сделать с этого и дать какой-то совет. Напишите, если у вас были в комментариях, были ли у кого-то такие ситуации похожие. Но мое мнение насчет этого, что лучше жить самому. Если вы живете с другом или с подругой и делите все расходы напополам, я думаю, что рано или поздно придет момент, когда вы поругаетесь, и на этом все закончится. Либо вам придется искать новое жилье, либо другому человеку, который живет с вами. Плюс вы потеряете еще одного знакомого или друга. Так что вот так, ребята. Это моя история. Всем удачи. Встретимся в следующих видео.